Приветствую вас на канале Оксана Goodwin Vintage. Продолжаем искать клад в секондах в Америке, на различных помойках. Все, что можно найти классного, прекрасного, я вам показываю на своем канале. И сейчас вы видите коллекцию кошек. Показывала вам в своих прошлых видео. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Коллекция большая, коллекция интересная. Здесь вот хранятся мои любимые повседневные украшения. Тоже вам обещала показать. Это вот такой навесной шкафчик. Тоже коллекция продолжается. Здесь вот шкафчик совсем не навесной, а большой. Так, минуточку. Открою, покажу. Тоже показывала. Это вот те украшения, которые я надеваю ежедневно. Выбираю, что же такое интересненькое можно надеть к сегодняшним аутфитам. В итоге у меня вот такой длинный шкаф. Да? И вот такой вот навесной шкаф. Это то, что современное. Кстати, вот этот шкафчик, он так вращается. И здесь можно хранить различные сумки. В общем, такая вещица, очень интересная игрушка. Но, конечно же, моя любовь – это винтаж, антиквариат. Все, что относится именно к этой категории украшений, предметов. Я собираю разные предметы. Надеюсь, что это не просто собирательство, это коллекционирование. И здесь есть шкатулки у меня в этом шкафу, тоже вам показывала. Ну и обещала показать новый дизайн. Здесь вот я в домашнем, так сказать, своем виде. Обещала показать новую свою полку с украшениями. Здесь продолжается вот эта же коллекция кошек. Думаю, что в дальнейшем куплю какой-то большой стенд, чтобы вся коллекция уместилась на одном стенде. В общем, от одного производителя. Но как-то сейчас этого не получается. Здесь шкатулки, ну, такие интересные, что можно, так сказать, так, в качестве дизайна комнаты использовать. Здесь украшения, которые тоже я использую ежедневно. Ну и, в общем-то, вот как-то так это все располагается. Здесь, конечно же, часть дизайна моего рабочего кабинета. Это моя золотая кнопка с моего основного канала Оксана. Кто не знает, у меня на ютубе 3 канала. Посмотрите, надеюсь, что интересное вы для себя там тоже возьмете. Здесь у меня есть серебряная кнопочка. И, в общем, сегодня давайте приступим к разбору тех украшений, которые я подготовила к рассмотрению. Вот так выглядят в увеличенном, вернее, в реальном размере, да, мой рабочий стол. Что сегодня будем рассматривать? Здесь винтажное, антикварное такое кресло. Мое любимое кресло, на котором я веду свои прямые трансляции. И сегодня давайте приступим к разбору находок, которые мне посчастливилось найти в винтажных, антикварных не только магазинах, но и на каких-то, собственно говоря, помойках. Давайте приступим. И давайте покажу коллекцию, которая собирается. Честно говоря, не думала, не гадала, что какая-то индийская тема в моей коллекции возникнет. Ранее я купила вот такую чашку. Ну, скажу честно, сначала я приобрела вот эту чашечку. Индийская. Я просто понимала, что это натуральная, что это латунь или медь, но она очень тяжелая. Здесь рисунок выполнен якобы в технике Клаузане, видите, но это не перегородчатая эмаль, а именно вот такая плотная перегородка. Думаю, что тоже создана не из каких-то деталей. Ну, в общем, могу ошибаться, девчонки. Если меня поправите и дополните информацию мою, буду вам за это очень благодарна. Но, в общем-то, в технике Клаузане выполнены все индийские украшения, которые я вам сегодня покажу. Но не могу точно утверждать, что именно это оно самое. Но вещицы тяжелые. Вот на некоторых украшениях есть этикетка, вот Индия всякая, да, понятная. Но
Это, естественно, металл, она тяжеленькая. После вот этого блюда такого для украшений, я считаю, могу ошибаться тоже, мне попалось вот такое вот яблоко. Тоже я вам его в своих видео показывала. Яблоко довольно такое тоже тяжелое, в этой же технике выполнено, тоже такое интересное. Я его приобрела как вот, например, такое наполнение именно вот для этого блюдца. Яблочко открывается, в нем есть украшения, которые я уже собрала. Это серебряное, серебро, и мне попались украшения, серьги, да, в одной технике, но с разными цветовыми добавками. Кстати, тут у меня уже и кошачья шерсть, кто-то у меня тут уже из кошечек побывал. Тоже эмалевые вставки, ну, в общем, вот такое. Поместила в это яблоко. Ну, техника та же самая, тяжелая, все, в общем, выполнено в той же технике. В последующем мне попалась вот такая вот рюмка, фужер, бокал, как хотите это назовите. Здесь у меня есть уже нечто. И это футляр для помады такой. В общем, по цвету совпадают, как вам, да, скажите. По технике одно и то же, цветовая гамма то же самое. Стоило мне это $2, при этом здесь есть вот и какая-то маркировка. Ну, в общем, вот коллекция начала собираться, да, вот в такое нечто. И совсем недавно попалась мне и вот такая вот чашечка. Думаю, что предназначение, ну, как я любитель винтажных антикварных украшений, я это, конечно, буду использовать для хранения бижутерии, украшений каких-то именно вот в индийском таком стиле. Но я думаю, что предназначение совсем другое, и кто знает, напишите. В общем, то же самое, обратная сторона та же самая, по весу то же самое. Техника, имитация клаузане то же самое. Опять-таки матовая эмаль, не глянцевая, посмотрите, она очень похожа. Ну, в общем, вот такая тоже, я считаю, коллекция собирается. Люблю, когда вещи собираются вот в такую какую-то коллекцию, да, они похожи. Ну, явно, что один источник, что одна техника, что, в общем-то, один, ну, по поводу производителя не могу сказать, но, во всяком случае, производитель страны тоже явно заметен. Ну и давайте не буду на этом долго останавливаться. Конечно, есть в сегодняшнем видео и более интересные какие-то рассмотрения, так что давайте к этому приступим. Хочу сегодня вам показать, продолжить, вернее, разбор украшений, которые я показывала в прошлых своих видео. Кстати, кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Разбор интересный. Показывала вам вот такие серьги. И, естественно, занялась поиском комплекта к этим сережкам. Серьги, клипсы без маркировки, явно винтажный возраст имеют. Думаю, что это 70-е, 60-е годы. Сначала подумала, что есть замена кристаллов. Думала, что центральные как-то поменены. Но более подробно рассмотрев эти серьги, поняла, что так и было задумано. По краям темные коньячные кристаллы, по центру медовые крупные кристаллы. В общем, и в этой технике, в общем, захотелось мне поискать, что же такого интересного может из моей коллекции к этим сережкам подойти. Нашла вот такое кольцо. Посмотрите, они похожи по стилю, вроде как форма одинаковая, да, у сережек и у этого кольца, но я точно знаю, когда я даже покупала, я увидела, что это кольцо с дефектом. То есть меня привлек сам кристалл, вот такой коньячный, красивый, с хорошей огранкой кристаллик, но вот здесь есть слом. Остается только догадываться, что же тут было. Надеюсь, что здесь была такая же форма полумесяца. Ну, в общем, могу ошибаться, конечно. Но в целом вот это кольцо выглядит тоже неплохо. Сейчас примерю, покажу вам.
в носке можно надевать. И как бы не зная то, что здесь какой-то изъян есть, оно тоже классно так выглядит, как авторское какое-то украшение. И думаю, что вот с этими сережками тоже оно будет выглядеть как-то гармонично. Как на ваш вкус, напишите, пожалуйста. Важно мне ваше мнение, поэтому придерживаюсь именно большинства ваших мнений, в какую сторону будут складываться. Ну и, конечно же, хочется продолжить эту медовую тему к этим украшениям, к этим сережкам. Вполне могут подойти недавно найденные мною вот такое колье. Как вы считаете, вполне ли это собирается в комплект? Конечно, каждый видит все украшения и по-своему как-то, да, но мне кажется, они подходят. Ну, во всяком случае, по оттенку и размеру кристаллов они совпадают. К тому же, думаю, что они относятся к одному временному промежутку. Я думаю, что это 60-е, 50-е годы. Также, переходя в тему коньячных, медовых каких-то оттенков, хочу еще раз вам похвалиться вот таким браслетом. Браслет выполнен, думаю, что в более такой вычурной технике. Я не думаю, что они совпадают, но как поддерживая тему вот этого медового оттенка, коньячного оттенка, думаю, что вполне в сегодняшнее видео вписывается этот браслет. Думаю, что вы удовольствие от его рассмотрения тоже получите вместе со мной. Люцитовое стекло, кристаллы Аврора Бореалис. Очень объемный, красивый, взято все в лапки. Единственный, скажем, его недостаток у этого браслета — нет маркировки. Вот так выглядит обратная сторона, без маркировки, но явно имеет винтажный возраст, при этом имеет отличное состояние. В общем, любуюсь этим браслетом, скажу честно, не рискую надевать его, потому что потеря какого-то из элементов из этого браслета будет трагично, восстановить будет невозможно. Стараюсь все винтажные антикварные украшения сохранить в той сохранности, так, извините за тавтологию, но в том состоянии, в каком они ко мне попали. Если есть какая-то возможность восстановить, стараюсь это сделать, но это, скажу честно, очень затруднительно найти именно кристаллы того же периода и того же качества, да, и, в общем-то, это сложно. Берегу такие вещи, отношусь к ним очень бережно, отношусь очень даже скрупулезно. Так, ну и из этой же темы в медовую технику сегодня вполне себе вписывается и вот это колье, но это колье такое прям желтое, уже такое, как сказать, мед облепиховый, да? Есть горчичный, гречишный, а есть мед вот такой вот светленький. Это мед облепихи. Липовый, да, я бы сказала, липовый мед, извините, ошиблась. Но вот такие люцитовые листья, опять-таки кристаллы Аврора Бореалис. Прекрасная сохранность этого колье. Ну, как не похвалиться мне вам этим украшением. К тому же, думаю, что также они могут подойти вот к этим сережкам. Опять-таки, пишите свои мнения, свои впечатления. Могу ошибаться, и к своим ошибкам отношусь очень даже нормально. Но вот посмотрите, по технике исполнения, да, вот сам металл очень похож. Форма, да, такие обтекаемые формы и, в общем, все такое. Думаю, что очень даже вполне может быть. Ну и напоследок хочу показать вам колье, выполненное в этой же технике. Думаю, что относящееся к тому же периоду времени. Похоже, но листья выполнены в другом оттенке. Тоже хотелось мне похвалиться, еще раз полюбоваться вместе с вами этим украшением, колье.
Листья тоже люцит, но люцит с таким переливом от желтого к сиреневому. Надеюсь, эстетическое удовольствие вы вместе со мной сегодня получили. Пишите свои мнения, комментарии, дополнения. Если у вас есть какая-то дополнительная информация, за нее я вам буду очень благодарна. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.